Около 5 месяцев назад я делал обзор на новинку от Xiaomi под названием Xiaomi Mi Band 7 Pro китайской версии и около 2 месяцев назад на глобальную версию. Сегодня я расскажу, появилось ли изменение в работе глобальной версии данного браслета, есть ли исправление ошибок в работе устройства и все подобное. Этот смарт-браслет имеет функцию, разумеется, Always On Display, датчик внешнего освещения, автоматическое измерение пульса и круглосуточный мониторинг кислорода SPO2. Есть мониторинг уровня стресса и сна, и это только малая часть того, что из себя представляет в рекламе Xiaomi Smart Band 7 Pro Global. Но как, что и почему, сейчас я расскажу. Перейдем же к обзору. Распаковка. Упаковка, разумеется, все такая же, как и комплект поставки. Для смарт-браслета пакинг отличный. В комплекте мы имеем стандартное зарядное устройство с 2 пинами, сам браслет, краткое руководство, в котором, разумеется, есть русский язык. Весит смарт-браслет 30 граммов, а размеры у него следующие: 28 на 44 на 11,8 мм. Ничего не поменялось. Ремешок быстросъемный на 22 мм, но крепление нестандартное. Хотя на Али их уже просто море. Запускается браслет после подключения его к зарядному устройству. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на мой личный телеграм-канал, я туда скидываю результаты тестов различных девайсов до обзоров. Их там больше, и мы там общаемся. Телеграм-канал взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек. На любой вопрос можно найти ответ. Главное правильно спрашивать и пользоваться поиском. И телеграм-канал скидок. Основная его магия в том, что вы туда заходите, вбиваете название своего девайса в поиске и видите, за какие деньги его продавали, чтобы вы понимали, сколько что стоит во время скидок. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-браслету. Данный обзор будет короче по продолжительности, чем предыдущий, так как в нем я расскажу об основных функциях и об изменениях в работе смарт-браслета. Нет смысла еще раз 10 тысяч раз пересказывать одно и то же. Также сразу отмечу, что на китайскую версию данной модели поставить глобальную прошивку нельзя. По отзывам у кого-то что-то как-то где-то получалось, но по факту, если вы почитаете любые ветки где угодно, все плохо. Также сразу отмечу, что NFC с картами оплаты у нас не работает. Ну и теперь начнем. Интерфейс доступен, разумеется, на русском языке, перевод хороший, а вот шрифт не очень. Как был, так и остался. Опять же, лично по моему мнению, кому-то может покажется адекватным. Ремешок из TPU, а корпус бенда выполнен из пластика. Smart Band 7 Pro умеет измерять пульс в автоматическом режиме с периодичностью в 1 минуту. Уровень кислорода измеряется круглосуточно, как и уровень стресса. Все перманентно, что хорошо. Мониторинг сна также в наличии, но единственное, сон, полный график вы можете увидеть не на самом браслете, а только в приложении, что естественно. Измерять пульс, SPO2 и уровень стресса можно также вручную. Настроек мониторинга здоровья в приложении достаточно. Изменений в лучшую или худшую сторону в плане данных показателей я не нашел. Все работает исправно и корректно. Летим дальше. С фронтальной части мы имеем AMOLED-дисплей на 1,64 дюйма с разрешением 456 на 280 пикселей. Экран покрыт стеклом 2,5D изогнутым. Плотность пикселей 326 ppi, чего хватает за глаза. Серый цвет отображается слегка лучше, чем в смарт-браслетах, которые я уже обозревал, так как в них серый цвет был с небольшими артефактами. Возможно, прошивки просто допилили. Автояркость на борту, время до отключения экрана максимум 5 минут. Полноценный Always On Display тоже на борту, он может работать как весь день, так и по расписанию, или в смарт-режиме. Стиль AODA зависит от основного циферблата. К слову, сторонние циферблаты завести можно. Как именно, на FOPDA есть пошаговая инструкция. Но там с ними тоже не все так просто. По свайпам с главного экрана изменений нет. Голосовой помощник Amazon Alexa в стоке в моем регионе недоступен, хотя кто-то с танцем с бубном пытается его использовать, но по мне это не особо разумно. Все приложения, такие как секундомер, который все так же не работает в фоновом режиме, плеер, таймер, будильник, Bluetooth кнопка и так далее, отрабатывают также, изменений нет. Если говорить в целом о работе смарт-браслета, то я не скажу, что он стал работать быстрее или корректнее. На тот момент он был уже хорошо собран, не лагал, с довольно плавной прокруткой, с минимальными лагами интерфейса и так далее. Bluetooth здесь в версии 5.2, почти последний. Напоминаю, что последние 5.3. Подключить Bluetooth наушники, разумеется, здесь возможности нет, смысла тоже нет, потому что внутренней памяти здесь нет, доступной пользователю, как и нагрудный датчик подключить тоже нельзя. NFC-модуля в глобальной версии нет, в китайской версии есть. Даже если вы приобретете китайскую версию, никаких оплат туда не завести. Плюс еще у многих проблемы с завозом домашних карточек. В общем, это та еще морока, не надейтесь, что все будет просто. Предупреждение об отключении от смартфона есть, но оно не работает лично у меня. Может быть, это некорректная прошивка, со следующей допилят, но как-то они допиливают странно. Тренировок 117 режимов, автоопределение тренировок на борту, активность определяется корректно. GPS-навигация работает хорошо, лично у меня связь не обрывалась. Карты строятся хорошо, погрешность есть, но
минимальная, так как встречал я и куда хуже построение маршрута, намного хуже. А за эти деньги вообще нормально. Входящий звонок можно только сбросить или включить беззвучный режим, а также отвечать заготовками, которые можно настроить в приложении. Но пролистывание заготовок на смарт-браслете как тормозило, так и тормозит. Могли бы уже исправить этот момент, как по мне. Уведомления же приходят моментально. Отвечать на них нельзя и быстрых ответов на уведомления нет. Хотя с новыми прошивками могли бы добавить заготовки. Иконки приложений не отображаются, а смайлики, повторяюсь, отображаются, но еще не все. Надеяться, что в этом плане изменится все кардинально, я бы не стал. И сразу, кто не понял, никаких диктофонов здесь нет. Звонить с них нельзя, разговаривать с них нельзя. И отвечая на вызовы, вы говорите не с них, а с телефона. Емкость аккумулятора 235 мАч, полный цикл зарядки занимает около 2 часов, время автономной работы плюс-минус 5 суток. Все зависит от сценария использования. Опять же, умельцев, которые используют данный смарт-браслет, притом еще и со связью со смартфоном, в течение 2 недель свободно и выкладывают везде скрины, их море. То есть в среднем можете на неделю рассчитывать. Более-менее активного использования. Если прям активное вы в них ползаете, пользуетесь, читаете постоянно оповещения, то 5 дней. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер, конечно же, я их окунул в воду, по итогу с ними ничего не произошло, никаких там не должно быть ни конденсатов, ни чего-то подобного. Тоже в сети очень часто встречаются сообщения о том, что у меня внутри потеет. Потеть ничего не должно. Плавать с ними можно, как и принимать душ. Они полностью герметичны, несмотря на микрофоны. Еще и с официальной защитой от влаги. К приложению Mi Fitness Smart Band 7 Pro подключается с регионом Россия. В приложении Mi Fitness все настройки такие же, как и были. Дополнительных настроек или функций тоже не завезли. А может, оно и хорошо, потому что в принципе их было более чем достаточно. Минусы все те же. Не отображаются иконки приложений, нет быстрых ответов на уведомления, смайлики отображаются неполноценно, артефакты на сером цвете все так же видны, но уже меньше. Не работает функция, при которой должно прийти уведомление на смарт-браслет, если смартфон отключается от него. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она все еще относительно радует, опять же, если приобретать эту штуку на распродажах. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале в скидок по ссылке в прикрепленном комментарии. Подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи, скидок и мой личный телеграм-канал. Резюмирую, Xiaomi Smart Band 7 Pro Global по истечении нескольких месяцев в целом не изменился никак в работе, обновление прилетало, но видимых изменений я не обнаружил. Если вы уже используете данный смарт-браслет и нашли какие-то изменения в работе за время вашего использования, напишите об этом в комментариях. Мне прям будет реально интересно почитать. Ну а что поменялось в плане сборки и всего остального, я сейчас вам рассказал, потому что специально прикупил новую партию. По мне, делать, конечно, стали лучше, в физическом смысле. Всем, кто оставит любой комментарий, больше 5 слов, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Огромное спасибо за просмотр. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.